Дорогие товарищи, здравствуйте. Мы начинаем, наконец-то, после некоторых неурядиц и перипетий, наш замечательный стрим. Как и было обещано сегодня в эфире, кроме традиционных и наверняка уже любимых Альберта Лофта-Жильцова и меня, Андрея Шмакова, Казак, присутствует Андрей Соломыкин, он же Петрович, замечательный строитель и создатель всех флайт-моделей в Ил-2 «Штурмовик. Битва за Сталинград». Всем привет, очень рад. Да, привет всем. Очень рад всех приветствовать на нашем канале. Видел большое количество вопросов ко мне на форумах. Многими нюансами просили поделиться. Ну, сегодня формат времени у нас ограничен, как обычно, 30 минутами. Поэтому что-то успеем, что-то нет. Постараюсь ответить на самое интересное. И начнем мы, пожалуй, со знакомства с работой с приборным оборудованием, с винтомоторной группы, точнее, самолета ЛАК-3. Почему он? Потому что этот самолет, в отличие от Мессера, пока допускает ручное управление большим количеством контролов. В прошлые стримы Альберт Жильцов пилотировал его на автоматах на включенных. Сегодня мы попробуем попилотировать его на руках. Ну, вы хотели хардкора, нате. Хотели пати, нате. Вот, и сейчас, собственно, мы находимся в кабине самолета. Условия вылета день, довольно сильный боковой ветер с правой стороны, дует аж целых 7 метров в секунду. Это такой серьезная непогода. Зачем такой сильный ветер, я чуть позже еще объясню. А пока давайте поговорим немножко о том, как же работает шаг винта. Тоже много вопросов видел на эту тему в нашем будущем проекте. И чем управление шагом винта на нашем самолете будет отличаться от управления шагом в предыдущих играх от 1С. Ну, собственно, давайте включим электропитание, подсветку приборов, посмотрим на положение органов управления двигателем в их исходной комбинации. Для того, чтобы запустить двигатель, я прикрою масло и водорадиатор. Это вот, собственно, я закрываю водорадиатор и закрываю масло. Товарищ, сейчас отмечу, что вот в предыдущих стримах мы летали все с включенными автоматами многих систем. Сегодня все будет ручками, и поэтому дольше. Ну, надеюсь, не сильно дольше. Вот. Но, тем не менее, я думаю, это будет как раз хардкорщикам интересно посмотреть, как же это все двигается. Пока не запущен двигатель, позволю себе передернуть рычаг управления нагнетателем. Вообще-то это делается только на запущенном моторе во избежание поломки. Вот. Но на незапущенном, в принципе, можно так передернуть без каких-либо последствий для самолета. Но в дальнейшем практически ни радиаторами, ни нагнетателем мы пока пользоваться не будем. А, как я уже говорил, посвятим время изучению вопроса шага винта. Собственно, из оставшихся недернутых контролов по двигателю у нас остался только рут. Рычаг управления двигателем, он же наддув, он же газ нормальный. И рычаг управления винтом — это то, что принято и любят называть шагом. Ну, я регулярно в стримах называл это шагом. Да, для того, чтобы запустить двигатель, я закрою высотный корректор, обогатив смесь. По процедуре запуска, как таковой, мне, в общем-то, к предыдущим стримам Альберта добавить особо нечего. Мы над процедурой еще поработаем, чтобы, может быть, сделать ее немножко повкуснее. Вот, пока вот те самые, да, пресловутые 6 оборотов винта. Сейчас мотор у нас запустится. Мы это видим по увеличению оборотов двигателя до стандартных 500 оборотов в минуту. Вот. И, собственно, о шаге. Значит, что здесь можно рассказать? Как вы помните, в L2 рычаг управления шагом винта, собственно, меняет положение лопастей винта, поворачивая их и тем самым либо облегчая винт, либо затяжеляя винт. На настоящем самолете все происходит немножко не так. Все происходит немножко интереснее, и управление рычагом винта, тот, который вот у нас здесь снизу, это на самом деле управление, по сути, заданными оборотами, которые хотел бы иметь летчик в полете на том или ином режиме работы двигателя и на том или ином режиме работы, режиме полета самолета. И перемещая рычаг управления винтом, он так и называется, а не рычаг шага, рычаг управления винтом, летчик задает обороты от желаемых 1600 оборотов в минуту при заднем положении рычага до
желаемых 2700 оборотов в минуту, если двигатель способен потянуть такой режим при переднем положении рычага. Все. Дальше поворот лопастей осуществляет автомат, который называется регулятор постоянных оборотов на лаге РПО-7. И если мощности двигателя достаточно для того, чтобы поддержать те обороты винта, которые задал летчик рычагом винта, регулятор будет это делать, облегчая или затяжеляя винт самостоятельно. Вот и все. Сейчас я затяжелю винт, точнее не затяжелю винт, а переведу рычаг шага на малые обороты и попробую начать постепенно увеличивать газ или наддув. Возьму ручку на себя, потому что у нас по-прежнему здесь версия самолета без тормозов, пока еще не успели это все доделать. И дам левую педаль на случай, если самолет вдруг, не дай бог, стронется с места, потому что ветер, напомню, с правой стороны. Чтобы самолет, в случае, если покатится, не развернуло носом на ветер. Вот вы можете видеть по указателю оборотов, как обороты потихонечку растут. Растут по мере добавления мощности двигателя. И, наконец, при определенном положении руда они достигают вот этих самых заданных 1600 в минуту, которые способен держать регулятор при заднем положении рычага винта. Если я дальше увеличу газ, то есть дам большую мощность двигателя на вал, то вот чуть ниже прибор наддува, вы видите, стрелочка поползла вверх, сейчас у нас 500 мм ртутного столба наддув. Ну, это небольшое разрежение в опускном коллекторе, однако, несмотря на увеличение мощности двигателя, рычаг, регулятор постоянных оборотов держит заданные обороты 1600 за счет того, что поворачивает лопасти на больший угол, затяжеляя винт и не давая винту раскручиваться. Если я приберу газ, уменьшив мощность двигателя, ну, незначительно, да, то регулятор постоянных оборотов как раз повернет винт так, что он облегчит винт, то есть повернет лопасти на меньший угол и опять поддержит те же самые обороты мотора 1600. Есть такой нюанс, довольно интересный, что если, допустим, сейчас дать небольшой наддув, ну, порядка, например, там 600 мм ртутного столба, вы видите, что самолет стоит на месте, хотя мощность, подведенная мотором к винту, уже довольно ощутимая, да? Почему стоит на месте? Потому что при оборотах 1600 в минуту винт работает не на совсем оптимальном аэродинамическом режиме, создавая не очень большую тягу. Если же я сейчас, не меняя газа, то есть не добавляя мощности мотора, переведу винт на большие обороты рычагом винта, позволив винту раскрутиться и изменить угол атаки лопастей на меньший, то на этом режиме, несмотря на одинаковую мощность винта, винт получит большую тягу и самолет уже будет способен стронуться с места. Ну вот давайте я это сделаю. Тут же сброшу шаг обратно, чтобы не укатиться никуда. Ну, собственно, все видели, да, то есть обороты выросли, самолет покатился. Останавливаться он будет долго, по причине, которую я уже назвал. Тормозов по-прежнему у нас в этой версии нет. Кто-то вот. Кто-то вот. Поэтому тормозов у нас нет. Я стримы выполнял, посадки, граничащие с угрозой для жизни. Я практически не слышу, что мне говорит Альберт, но вижу, так сказать, что он мне что-то показывает, вот, поэтому буду поступать дальше как обычный смелый парень в кабине, от которого, собственно, зависит его судьба. Ну что ж, давайте теперь попробуем в этот мощный боковой ветер выполнить ряд неправильных действий. Сейчас я постараюсь отрулить все-таки к центру полосы. Нет, к сожалению, отсутствие тормозов не позволяет мне повернуть левее, и, по всей видимости, нам придется перезапустить миссию, чтобы оказаться в исходных условиях. Значит, что бы я хотел вам продемонстрировать
из неправильных действий летчика на взлете. Это то, как, собственно, влияет боковой ветер на взлет и почему в начальной фазе разбега при таком сильном боковом ветре 7 метров в секунду необходимо пользоваться тормозами, которых нет. Для этого я пока привожу самолет в исходное состояние. Я сейчас совершу две ошибки, которую может совершить любой начинающий пилот, выполняя взлет в таких нечеловеческих условиях. Это поздно дам педаль, как реакцию на разворот самолета на боковой ветер, и сразу попытаюсь поднять хвостовое колесо. Как известно из всех руководств полетной эксплуатации самолета с хвостовой опорой, энергичное поднятие хвостового колеса, как правило, приводит к энергичному развороту самолета за винтом. Так, ну, собственно... Шаг не забудем. Да, конечно, открываем радиаторы, дабы не перегреть мотор пока сразу. Выставляем шаг винта на максимальные обороты 2700. В случае, если мощности двигателя будет достаточно, регулятор постоянных оборотов будет держать именно такие обороты, 2700 оборотов в минуту. И, напоминаю, при боковом ветре справа даю полный газ и с опозданием работаю педалью и поднимаю сразу хвостовое колесо. И все. Дальше, несмотря на полностью данную педаль, самолет слетает с полосы. Самолет слетает с полосы. Но дальше крэш мы показывать не будем. Не все спецэффекты еще готовы. Об этом тоже Альберт в прошлые стримы рассказывал. Вот. И теперь выполним тот же самый взлет в тех же самых условиях, но уже с более правильной работой органами управления. Тем самым я попробую вам сейчас продемонстрировать, если получится, что даже при отсутствии тормозов... Вот про масштаб симуляторности проекта, да, если главный инженер проекта говорит, если получится, да, то вот как по-другому это назвать? Ну, я тут могу дать небольшую ремарку, просто меня практически полчаса назад выдернули за шкирку. Выдернули за шкирку, посадили перед джойстиком с твистом. Это не мои родные органы управления, к которым я привык. Вот, поэтому все, что я сегодня буду пытаться изобразить, я буду иногда задерживать дыхание. Может быть, будет получаться. От меня там просили много, там штопорные бочки какие-то, реверсманы, эмельманы. Если ты отличаешь реверсманс от эмельмана, Андрюх, ты просто уже на порядок существенно более крутой пилотажник, чем я, потому что я, как ты знаешь, знаю только верхний ёптать и нижний ёптать. И, в общем, они так или иначе почти всегда приводят меня к победе. Итак, снова мы в кабине. Снова рычаг винта дан вперед до отказа. И теперь прижимаем хвостовое колесо, сразу даем левую педаль практически на полный ход, чтобы удержать самолет на первых метрах разбега. И плавненько добавляем газ. Покатились. Работа педалями достаточно тонкая должна быть на разбеге. Небольшие ошибки приводят к тому, что самолет просто слетает. Взлетаю я сейчас без щитков. Самолет это также позволяет. Ну, видно, как боковой ветер пытается его снести с полосы. Ну, в общем-то... Оторвались, да. Отдышались. Можно убрать шасси и переходить к набору высоты. Сделаем коротенький кружок, очень коротенький. Для того, чтобы попробовать еще и с таким боковым ветром сесть. Это тоже, в общем-то, задача такая... Не из легких в отсутствии тормозов на самолете. Ну, хотя бы попробуем выполнить первую часть посадки, то есть удержаться в створе полосы. Ну, я, в отличие от Алика, сейчас школьный круг делать не буду. Я, между прочим, просто старался. Формат времени немножко не позволяет. Я в любом случае прошу всех будущих пилотов-истребителей обратить внимание, что за тот период времени, пока пилотажник взлетает, нормальный истребитель уже перехватом. Он бы уже, да, вел бой, наверное. Вот я сейчас прибрал газ и
пытливые умы могли обратить внимание, что несмотря на то, что газ убран, обороты винта сохранились 2700 оборотов в минуту. Это вот как раз та самая работа регулятора шага. Если я, допустим, начну рычагом винта работать, то да, обороты будут меняться, причем с небольшими забросами, как и, собственно, положено на настоящем регуляторе, который действует иногда с ошибочкой. Так, ну, максимально облегчаю винт, выпускаю шасси, пытаюсь успеть выпустить щитки, потому что, в общем-то, в створ мы фактически падаем. И, наверное, полностью уже убираю газ, скорость большая, где-то около 280 км в час, при правильной скорости на заходе 220-230. Ну, собственно, видно снос. Я вынужден держать поправку на ветер. Подводим самолет к земле. Как вам рассказывал Алекс, завешиваем. Небольшое взмывание сейчас получили. Первое касание. Второе касание. Прижимаем хвостовое колесо и рулим. Ну вот, в общем-то, да. Вот посадочка в боковой ветер удалась. Можно отдышаться и приступать к другим веселым упражнениям. Что-то еще, если Андрей для вас приготовил. Ну, следующее в нашей программе я хотел бы показать вам то, как самолет реагирует на работу рудом и насколько он чуток и способен ходить за винтом. Тоже, в общем-то, многие, наверное, видели наш ролик, посвященный выезду в Грызлово, где мы летали на Як-52. И одно из наблюдений, которое мы для себя вынесли, пилотируя самолет в паре, ведомым пары, это как раз было то, что в отличие от всех до сих пор существующих игровых реализаций, настоящий самолет очень четко ходит за винтом, за газом, и можно, фактически работая рудом, переставлять его с места на место, на какие-то считанные метры. Мы сейчас оказались сразу в воздухе. Немножко я, к сожалению, обогнал бота. Это летит бот, не Альберт. Сбивать я его не буду. Ну, спасибо. Вот, специально я сейчас немножко подотстал от самолета. И вот давайте покажем пристраивание в паре. Я думаю, это будет интересно многим пилотажникам, которые собираются в дальнейшем использовать битву за Сталинград как площадку для каких-либо показательных групповых полетов. Так, я полностью сейчас дал мощность двигателя. И догоняем бота, начинаем пристраиваться к нему. Я специально сейчас повернул немножко голову, чтобы было видно работу органами управления. Я вообще, в принципе, летаю на отодвинутом виде как раз с этой целью, чтобы вы могли посмотреть не просто то, как самолет ходит по траектории, но и то, как он ходит за рычагами управления, за органами управления силовой установкой. Одна тоже ремарка, одно дополнение, что вот тот вид, который сейчас Андрей показывает, это с точки зрения игры, это максимально пилот откинулся на сиденье и еще зум убран в минимальный. То есть, грубо говоря, это максимум, который в данный момент игра позволяет определить. Так, ну да, задача, в общем-то, на этом джойстике, конечно, для меня непростая, сразу скажу. Четко удержаться, наверное, не получится. Но постараюсь это сделать максимально хорошо. Ну вот давайте передвинем самолет немножко вперед. Дал газ, прибрал газ. Давайте теперь немножко отстанем. Прибрал газ, дал газ. Ну, в общем-то, все видно, да? То есть самолет переставляется, по сути, с места на место. Можно попробовать сделать такую размазанную бочку вокруг бота, но, опять же, на джойстике с листом, наверное, тоже будет задача для меня. Не пошла бочка. Опа! Вот мы получили штопор. Да, боюсь, такой высоты шансов у нас нет. Шансов нет.
И повторил мой подвиг. А все, потому что довольно непросто иногда выполнять все действия, согласованные руками, еще когда с педалями, еще и ногами, и при этом осмысленно постоянно что-то говорить, то есть какую-то мысль держать, высказывать ее, не забывать, о чем ты говоришь. Я в прошлый раз также увлекся, но у меня еще, правда, вот удовольствие было. Я искреннее удовольствие получаю, потому что когда в наушниках все это делаешь. Ну, вы меня дергаете за рукав, если что, если я буду забываться, потому что, как я говорил, мне иногда приходится задерживать дыхание. Так, ну давайте оставим тогда этого бота в стороне. Родившись в воздухе, откроем радиаторы. Это тоже еще такой не совсем доделанный функционал. Конечно же, при старте миссии в воздухе уже по дефолту будет что-то открыто, что-то закрыто. Пока вот так. Вот. И давайте попилотируем теперь самолет. Посмотрим, собственно, на выполнение каких-то маневров, которые он способен совершить. Я вот покачиваю сейчас немножко по тангажу. Это тоже с непривычки к этому джойстику. Наберем немножко высоты. Начнем, как обычно, выполняют пилотаж все пилотажники со штопора. Я думаю, что высоты порядка 1,5 километров нам хватит. Можем пока полюбоваться самолетом со стороны, как блестит обшивка на солнышке. Ну, это вам Альберт, в общем-то, уже в предыдущие стримы все показывал. Он лучше меня расскажет все то, что касается графики. Я выполняю набор высоты на оптимальном для лаги режима, порядка... А нет, не на оптимальном. Ошибся со скоростью. Оптимальный режим порядка 280 км в час. Вот это будет, наверное, по оптимальной сейчас. Скорость у меня была где-то 230. Так, ну и, собственно, мы подходим к заданной высоте, 1500 метров. Выводим самолет в горизонтальный полет. И первое, с чего мы начнем, это правильный вывод из штопора. Штопорить будем влево. Я прибрал обороты. Точнее, не обороты, а газ. Вот, видите, даже сам иногда путаюсь. Прибрал газ, и рычаг, регулятор постоянных оборотов старается их поддержать. И достигли, наконец, скорости сваливания. Ручка полностью на себя, левая педаль. Выполняем раз виток. 2 виток. И на третьем витке первое, что я делаю, это педаль вправо. И после этого с задержкой ручку от себя. Вот фактически сразу самолет вывалился из штопора. Набираем скорость. Не меньше 300-350 км в час. Плавненько даем обороты, чтобы, несмотря на наш чудесный регулятор оборотов, не перекрутить двигатель в пикировании. И переходим к набору высоты. Это то, как положено выводить самолет из штопора по инструкции. Вот несмотря на то, что было сделано целых 3 витка, самолет послушался хорошо и достаточно быстро вышел из штопора. Следующий наш эксперимент будет с высоты, ну, наверное, тоже как минимум 1500 метров. Потому что дальше я вам продемонстрирую неправильный порядок работы органов управления при выводе самолета из штопора. То есть, если в предыдущем случае я сначала давал педаль, а потом давал ручку от себя, сейчас мы сделаем это наоборот. То есть, сначала дадим ручку от себя, а потом педаль в противоположную сторону. Удастся ли мне выжить? Ну, посмотрим. Сбросил газ. И фактически сразу скорость маленькая, сразу переходим к штопору. Раз виток, и давайте со второго начнем выводить. Второй виток, отдал ручку от себя, и пошла педаль. Нет результата. Задержка может быть такая, что самолет может, в принципе, и не выходить. Нет, не успеем. Кто там хотел просадку при пикировании?
Ну, вот и второй раз ты Я могу сказать, что в прошлый раз, кстати, как раз то, как я убился в первом стриме на лаге, это как раз была неправильная последовательность. Ну, у То нас... есть я сначала дал ручку, а потом полез за педалью, и там происходит даже чуть ускорение его вращения, такое с задиром носа, и вот уже мне в конечном итоге не удалось. Нас просили поразрушать самолет, вот, собственно, получите, да. Нет, пока рано, ребят, чуть-чуть терпения, когда все закончим, сами с удовольствием, с радостью все вам продемонстрирую. Дал обороты 2700. Вот можно еще поработать шагом винта, рычагом винта, и посмотреть, как работает регулятор. Вот если прибрать обороты двигателя, не меняя наддув, если дать обороты двигателя, не меняя наддув. Иногда регулятор работает практически без забросов, иногда работает с забросами. Это зависит от условий полета, от того, набирает ли самолет скорость, тормозит ли. Так, ну что, штопорную бочку оставим, наверное, на сладкое, потому что штопорная бочка иногда заканчивается штопорами. Вот, а пока попробуем... Ну, к сожалению, у тебя времени осталось буквально, наверное, на пару маневров. Ну, собственно, мы их и сделаем. Попробуем сделать разворот на горке. Поворот. Даю правую ножку и ручку влево от себя. Нет, не получается. Не получается. Точнее, получается что-то невразумительное. Ну, Вторая попытка. А в чем сложность самого маневра, Андрей? Потому что я тоже тут помучился в прошлый раз на месте. Сложность, в общем-то, в том, что самолет, в отличие от более легких самолетов, которыми мы занимались до сих пор, вот сейчас более-менее что-то получилось, гораздо хуже реагирует на руль направления, он значительно тяжелее, значительно инертнее. И необходимо очень координированно работать педалями и элеронами, чтобы его не свалить ни в какое штопорное вращение на таком маневре. У меня вот проблема была на месте исключительно. Я ее на внешний вид списал, что мне довольно тяжело ровно вести самолет в маневр, то есть поставить его в том числе по горизонту без... ну, соотношение крыло-горизонт без заваривания. Я вхожу с завариванием, а дальше уже, поскольку самолет уже накренен, то мне эффективности рулей уже не хватает. Ну, в общем-то, да, вот как раз в эффективности здесь проблема. Сейчас, пока Альберт говорил и выполнял элеронные бочки, так называемые, вот бочка влево и бочка вправо. Ну, можно заметить, что вправо она чуть более вялая. Это я пока не трогал педали, да? Отверну немножко от солнышка, чтобы оно нам не мешало. Можно то же самое попробовать с педалькой. Бочка будет немножко энергичнее, конечно. Бочка влево и бочка вправо. Самолеты болтаю, уж прошу меня простить. Там создали ажиотаж, я видел, на тему пилотажа. Я еще пока не переключился с дельтаплана на самолет. Так, ну и можно то же самое попробовать сделать на проходе. Давайте вот такой вот вид, наверное, будет интересен. Такой вид не будет интересен. F3 мы не можем, да, использовать? F3, Андрюх, просто сейчас настроен на другую скорость самолета, он будет очень быстро мимо нас пролетать. Я уверен, что мы давай просто по-другому мучиться не будем. Мы сделаем вот как. Трек. Вот я сейчас даю Альберту мышку, и он будет за оператора. Мы сейчас попробуем уследить мышкой за самолетом, а я буду рулить с внешней камеры, как, собственно, летают радиоуправляемые. Да, RC-моделька у нас такая будет. Давайте так попробуем. Ты, Алик, уже держи его в центре, а то я начинаю теряться. Я стараюсь, Андрюх, очень сильно. Он довольно быстрый. Альберт. Сори. Давайте сделаем еще один заход. Попробуем попросить нашего оператора быть чуть более... Я очень аккуратно, мне даже просить не надо.
Так, ну элеронная бочка, да? Просто элеронная бочка вправо. Это как-то так. Она даже чуть кадушку напоминает. Вот. И попробуем сделать штопорную напоследок. Авось получится. Делается она с задиром, с педалью. Посмотри, как минимум не разбился. И сейчас скорость выполнения была. Я вот штопорную не вижу. Кроме Андрея, пожалуй, вам ее пока бы и никто не показал. Вторая попытка. Ну вот как-то так. Можно попробовать со стороны это еще раз показать. Порулишь? Порулишь мышкой? Так показано, Андрей, нет, так не Так. надо. Я все-таки считаю, что такие вещи надо в треке показывать. Надо будет Ну, очень сесть, согласен, да. написать аккуратный трек, а потом исключительно трек просматривать. Потому что так это пока тяжело. Нет, это не штопорная бочка. Он не сорвался самолет. Не был сорван. Нормально. Ну вот это больше похоже на правду. Что там еще от нас хотели? Просадку при пикировании, да? Мне все равно она визуально не так чувствуется. Она, конечно, да, она ощущается тогда, когда сам держишь джойстик и понимаешь, что несмотря на то, что ты тянешь, ничего Тянет. не происходит. Ничего не происходит. По-прежнему ничего не происходит. Сейчас пока один из самых популярных видов смертельных дуэлей на лаге это как раз попытка потянуть, сделать еще один виточек, поднабрать скорость и чаще всего заканчивать. Ну, в общем, наверное, да. Ну, по крайней мере, попробуем ввести его в вертикальное пикирование. Высоты было километр где-то, да? Ну вот тянул. Скоростное сваливание. Это если на достаточно большой скорости, например, в вираже, вот я сейчас перетянул ручку, самолет начинает клевать носом. Ну что еще? Все, наверное, да, для первого раза? Я думаю, будет вполне ребят, достаточно. время просто кончилось, то есть в том смысле, что я-то вообще, конечно, хотел еще, чтобы Андрей рассказал как можно больше о том, как еще это все устроено, потому что вы все видите через 3D-модели, какие-то наши полеты. А мы когда обсуждаем, как это все сделано в коде, там очень много систем различных сделано, очень сделано и неинтересно. Ну вот это все, что мы успеваем за 30 минут. Я думаю, что не последний раз, когда Андрюха тут у нас вот в этой комнатке в гостях, он еще к нам придет, мы еще помучим вопросами. Что здесь придет? Я сижу здесь вообще. Живу я Ну тут. ты через стенку живешь, а сейчас ты прямо у микрофона живешь. Ну все, дорогие друзья, здесь мы вынуждены с вами прощаться, потому что наши 30 минут истекли. Большое спасибо вам за внимание. Hello guys, our English-speaking friends. So I hope you can wait for subtitles because today we speak about a lot of very interesting things, mostly technical. So I think it's a good reward for you. До свидания, дорогие друзья. Все. До свидания. До свидания, ребята. Надеюсь, было не скучно. Увидимся еще.